В этом видео я расскажу, как бюджетно посетить Люцерн, один из самых красивых городов Швейцарии, из каких направлений сюда выгоднее всего приезжать, сколько это будет стоить, какие здесь цены на еду и как посетить 40 достопримечательностей Люцерна за один день. Я расскажу про особенности общественного транспорта в Люцерне, покажу, как найти самые красивые места и дам полный обзор этого города, чтобы вы могли легко в нем ориентироваться. Люцерн привлекает туристов своими горными пейзажами, озером, старинными деревянными мостами, у которых есть своя история, симпатичными улочками и неповторимой архитектурой с интересной росписью и фресками почти на каждом здании. Здесь можно гулять часами, не замечая времени, и лицезрея эту живопись на зданиях и аккуратную, одинаковую стилистику домов. Кстати, как найти самые красивые здания с интересной живописью, я расскажу и покажу дальше в обзоре. Находясь в Люцерне, порой кажется, что попал в какой-то сказочный мир, настолько все завораживает. Поэтому настоятельно рекомендую посетить именно этот город в Швейцарии. Однажды в нем побывав, влюбляешься в него навечно. Среди всех городов, что мне довелось повидать в Швейцарии, этот, пожалуй, я бы поставила на первое место. По красоте архитектуры, уюту, своей особой атмосфере и необычности. Поэтому, у кого остались сомнения, или он не знает, какие города в Швейцарии выбрать для посещения, Люцерн однозначно должен фигурировать в этом списке, и вы точно не разочаруетесь, это я вам гарантирую. Общественный транспорт в Люцерне состоит из автобусов, троллейбусов, которые ходят в центре города, речного транспорта и поездов, курсирующих из одного города Швейцарии в другой. Билет на общественный транспорт можно купить либо у водителя, либо в кассе или в автомате на любой из остановок, а также в киоске. Цены на проезд зависят от зон и расстояния поездки. Люцерн относится к первой зоне, а к остальным зонам относятся поселки и соседние города. Среди проездных билетов, которые действуют на любой вид транспорта, различают билет на короткую дистанцию стоимостью 2,5 швейцарских франков, если переводить в евро, выходит почти столько же. Также выделяют одноразовый и многоразовый билет по зонам, цены на которые есть на официальном сайте и представлены на фото. Кто планирует много ездить, имеется также дневной проездной, цены на который также зависят от зоны действия. Однако, если вы приехали в Люцерн всего на сутки, то в принципе использовать общественный транспорт и не понадобится, поскольку все основные достопримечательности Люцерна находятся непосредственно в центре города, недалеко друг от друга, и их всех можно обойти пешком, если знать, где они расположены. К тому же сам город небольшой, и останавливаться здесь больше, чем на один день, лично я особого смысла не вижу. Тем более, что цены на проживание здесь высокие. Ввиду этого многие предпочитают изучать Швейцарию проездом, следуя из других стран и городов. Бюджетнее всего добираться в Люцерн из Цюриха на поезде. Цена проезда составит 12,5 швейцарских франков, почти столько же в евро. В этом случае поезд идет около 40-50 минут, поскольку расстояние между городами небольшое и составляет около 50 километров. Билет можно купить онлайн на официальном сайте, который указан, или непосредственно в кассе на железнодорожной станции. Поезд ходит каждые полчаса. Если же добираться в Люцерн из Лугана, в этом случае цена билета составит 30,5 швейцарских франков или 31 евро. При этом дорога займет 2 часа и 39 минут. Чтобы попасть в Швейцарию из Украины, дешевле всего будет купить автобусный тур на неделю, где от $250 и выше можно посетить сразу несколько городов Швейцарии и другие страны, такие как Австрия, Германия, Польша. Итак, приехав на железнодорожную станцию Люцерна, откуда у всех и начинается знакомство с этим городом, первые достопримечательности, которые вы увидите по пути, будут художественный музей, пешеходный и автомобильный мост через реку, откуда открывается вид на старинный мост Капельбрюке, площадь Капельплац, старинный фонтан, церковь Святого Петра, мост Капельбрюке, театр в Люцерне, мост Ратаустег, с которого открывается красивый вид на иезуитскую церковь Святого Франциска. Прямо возле вокзала расположен художественный музей Люцерна, который работает каждый день с 11 утра и до 18:00 вечера, кроме понедельника, а в среду он работает до 19:00. Вход в музей стоит 15 швейцарских франков.
Билеты можно купить онлайн на официальном сайте или непосредственно в кассе. Вообще, вокзал в Люцерне расположен прямо в центре исторической части города, поэтому, пройдя автомобильный и пешеходный мост, вы фактически за 5 минут попадаете в самый центр города с многочисленными достопримечательностями Люцерна. Свернув налево, вы попадаете на площадь Капельплац. Это старейшая часовенная площадь, на которой, кстати, стартует знаменитый люцернский карнавал, который проходит каждую весну, как и венецианский. Этому карнавалу посвящен фонтан притчи Брунен в центре площади, построенный еще в 1581 году. Площадь расположена вокруг часовни Святого Петра, которая также считается самой древней церковью в Люцерне. Дальше в обзоре я покажу вам знаменитый дом с очень красивой фреской «Фаснахт», где изображены герои местного карнавала, и расскажу, как его легко найти, поскольку не всем это удается. Пройдя церковь, вы попадаете прямо к знаменитому часовенному мосту Капельбрюке, который соединяет старую и новую части города. Это самый старый деревянный мост во всей Европе. Его длина составляет 204 метра. Прогуливаясь внутри моста, вы увидите треугольные картины с изображением сцен из истории города. Также здесь открываются очень красивые виды на реку Ройс и старый город. Здесь всегда многолюдно. Поскольку Люцерн – город, по которому придется много ходить, стоит позаботиться об удобной обуви. Здесь действительно не замечаешь времени за прогулкой, поскольку по пути каждый раз попадаются какие-то интересные здания с живописью и необычной архитектурой, либо неповторимые пейзажи на горы и реку. Пройдя данный мост, вы сразу попадаете к театру Люцерна и следующему мосту Ратаустег, который расположен сразу напротив театра. С него открываются не менее красивые виды, как на ратушу Люцерна с одной стороны, так и на театр и иезуитскую церковь с другой его стороны. В Люцерне нужно отдельно прогуляться как по одной его части, так и по другой, поскольку на каждой стороне города расположены разные достопримечательности. Поэтому ратушу и часовую башню я вам покажу чуть позже, когда начнется прогулка по этой стороне города. Вернувшись на набережную реки Ройс, где расположен театр, и повернув направо, вы сразу же дойдете до иезуитской церкви Святого Франциска. Ее можно осмотреть внутри бесплатно. После чего, прогуливаясь вдоль набережной, можно дойти до следующего моста в Люцерне Ройсбрюке и увидеть следующие достопримечательности по дороге, а именно францисканскую церковь, старинную плотину, контролирующую спуск воды реки Ройс, исторический музей Люцерна, мост Шпроя-Брюке, музей природы Люцерна, мост Гаесмат-Брюке и башню, построенную в начале 15 века в качестве порохового склада. Каждый мост в Люцерне по-своему уникален и открывает красивые виды на пейзажи и разнообразные средневековые домики, украшенные фресками и различной живописью, которая демонстрирует те события и исторические моменты, которые здесь когда-то происходили. Прогуливаясь по мосту Ройсбрюке, именно здесь можно увидеть, как по мне, одни из самых интересных и необычных домиков, которые своей архитектурой напоминают какую-то сказку. Фотографии здесь получаются просто фантастические. Если пройти вдоль моста Ройсбрюке, вглубь этих зданий и улочек, вы дойдете до не менее сказочного здания с очень красивой и атмосферной архитектурой. Конечно, на Люцерн я бы советовала выделить как можно больше времени, чтобы не спеша прогуляться по этому сказочному городу с его неповторимыми и уютными улочками. Здесь все постройки как будто сделаны в одном стиле, и каждое здание дополняет друг друга. Этой красотой хочется любоваться часами. Если от этого здания повернуть налево, вы дойдете до францисканской церкви Святой Марии, одной из старейших строений Люцерна со своей более чем 700-летней историей. Возле нее, кстати, расположен очень симпатичный дворик.
Вообще, по сути, все эти достопримечательности расположены недалеко друг от друга, и если не останавливаться на съемку и фотографии, то вся прогулка у вас бы заняла минут 15-20. Но здесь невозможно не делать долгих остановок, поэтому при планировании поездки этот момент нужно обязательно учитывать. Ну а дальше можно вернуться к набережной реки Ройс, недалеко от моста Ройсбрюке, где можно увидеть старинную плотину из древесных кольев, которая контролирует спуск воды. Здесь открывается не менее красивый вид и получаются очень красивые фотографии. Недалеко от плотины расположен исторический музей Люцерна, где представлены предметы ремесленничества, оружие, доспехи, церковные предметы и проводятся театрализованные представления с участием актеров для воссоздания той атмосферы. Музей работает каждый день с 10 утра и до 17:00 вечера. Цена билета составляет 10 швейцарских франков. Детям до 6 лет вход бесплатный. Возле исторического музея, если немного пройти, вы увидите музей природы Люцерна, где представлены экспонаты, которые рассказывают о растительном и животном мире региона. Музей работает каждый день, кроме понедельника, с 10 утра и до 17:00 вечера. Цена билета составляет 8 швейцарских франков. Сразу возле этого музея расположен мост Шпроя-Брюке, второй деревянный мост Люцерна, где под крышей находятся редкие средневековые фрески, и можно так же, как и у моста Капель-Брюке, лицезреть картинную галерею. С него открывается вид на башню и крепостную стену Музегмауа. Кстати, когда вы пройдете весь мост, слева от него будет бесплатный общественный туалет, которым при желании можно будет воспользоваться. Следующие места, которые вам встретятся по пути, будут мост Гайсмат-Брюке и башня, которую построили еще в начале 15 века. Собственно, то, что вы видели с моста Шпроя-Брюке. На этом, в общем-то, можно завершить осмотр левой части Люцерна и перейти к его самой интересной правой стороне, где расположена ратуша и большое количество уникальных зданий, разрисованных необычной и интересной живописью. Почти каждый дом здесь украшен яркими фресками или картинами, рассказывающими о зданиях или событиях, благодаря которым эти здания были построены. Среди них есть особо красивые и популярные, которые я вам и покажу чуть позже, и дам ориентиры, как самостоятельно их найти. Перейдя на противоположную сторону, можно будет дойти до следующих достопримечательностей: Мюлленплац, мельничная площадь Люцерна, Хиршенплац, или как ее еще называют, Оленья площадь, площадь Вайнмаркт, площадь Конмаркт и ратуша Люцерна с часовой башней. По сути, на каждой из перечисленных площадей Люцерна есть эти необычные домики с красочными фресками и картинами. Задача заключается лишь в том, чтобы их найти. Первая площадь по пути, которая вам встретится, будет Мюлленплац или Мельничная площадь, где с XVI века проводят различные ярмарки. Здесь с каждой стороны можно полюбоваться разрисованными фасадами зданий. Кстати, с этой площади можно увидеть вдалеке красивое здание отеля Шато Гуч, который расположен в замке. Пройдя немного вглубь, вы дойдете до следующей площади Хиршенплац, Оленья площадь, где вам откроются не менее красивые расписные фасады домов с коваными украшениями. Дальше идет знаменитая и одна из самых красивых площадей старого города Люцерна – Вайнмаркт, или винный рынок, как ее называют. Она окружена старинными домами, где сейчас располагаются офисы и жилые квартиры. В центре площади установлен готический фонтан. Если немного пройти, то вы дойдете до еще одного красивого здания с яркими фресками, где изображена старинная живопись. Недалеко от площади Вайнмаркт находится также площадь Корнмаркт или Зерновая площадь. Именно на этой площади расположена старая ратуша Люцерна с часовой башней, а также красивое разрисованное здание. Данная площадь расположена почти сразу возле моста Ратаустек, который мы ранее проходили. И если театр Люцерна расположен условно на правом берегу от этого моста, то ратуша расположена на левой его части.
Чтобы легко и быстро найти все эти здания и площади, используйте бесплатный навигатор Maps.me, где нужно указать те названия, что я обозначила в видео, и он вас к ним проведет. Так вы точно не заблудитесь и ничего не упустите из виду. Как я уже ранее говорила, почти сразу возле ратуши находится очередное красивое здание с узорами и росписью. Осмотрев его, можно спуститься на набережную и продолжить прогулку уже вдоль реки Ройс, в обратном направлении, откуда мы пришли, где будут открываться фантастические виды на горы и в целом старый город Люцерна. Таким образом, мы дойдем до следующих достопримечательностей, среди которых будет знаменитый дом с фреской карнавала Фастнахт, площадь Шваненплац, реформаторская церковь Люцерна, церковь святого Лео де Гара, Хофкирхе, как ее еще называют, церковь святого Марка, Маркускирхе, казино Люцерна и красивая набережная с парком. Если говорить о том, в какое время года лучше всего посещать Люцерн, сам по себе город расположен в центральной части Швейцарии. Отсюда здесь не бывает сильного морского ветра и перепадов температуры и погоды, но из-за большого количества озер и рек осадков здесь хватает. Люцерн расположен на берегу одноименного озера. Туристы любят посещать этот город даже зимой, поскольку есть возможность покататься на лыжах, так как снега здесь достаточное количество. При этом температура, как правило, не опускается ниже минус 7-8 градусов. Кстати, самыми дождливыми месяцами считается апрель и май. Здесь часто можно встретить пасмурную погоду. Однако Люцерн настолько красивый город, что никакая погода его не испортит, и в любой период года здесь можно найти разные развлечения на свой вкус. Пик сезона здесь наблюдается в конце лета, июль-август. Туристов здесь значительно больше, чем в другие времена года, и, соответственно, цены на то же проживание будут выше. Оптимальный период для поездки считается начало и середина осени, когда комфортная температура воздуха и туристов становится меньше, а цены при этом ниже. Кстати, в разные месяцы в Люцерне проводят различные мероприятия и фестивали. Самыми популярными среди них считаются карнавал Фастнахт на Масленицу, проходит за неделю до Великого Поста, фестиваль оркестровой музыки за неделю до Пасхи, фестиваль комиксов в апреле, международный музыкальный фестиваль «Голубые шары», проходящий в июле, и фестиваль блюза и классической фортепианной музыки, проходящий в ноябре. Поэтому, приехав сюда в любой месяц, можно застать какое-то интересное мероприятие. Люцерн считается один из самых дорогих городов Швейцарии. Это касается не только проживания, но и питания. Здесь цены на все достаточно высокие. Те же чизбургеры в Макдональдсе обойдутся в 5 евро, а ужин в ресторане от 25 евро. Поэтому, чтобы более бюджетно здесь покушать, стоит выбрать либо обед в каком-то кафе, где, как правило, в это время действует специальное меню с более низкими ценами на блюда, либо же позавтракать какой-то выпечкой в одной из закусочных. Однако самым экономным вариантом остаются супермаркеты той же сети Coop, где продают недорогие закуски и кулинарию. Их расположение в городе можно посмотреть на карте или в том же навигаторе Maps.me по названию магазина. Один из них, кстати, расположен как раз на мельничной площади Мюлленплац, которую мы проходили, и которая расположена в конце моста Шпрое-Брюке, где также находится общественный туалет, о чем я ранее рассказывала. Это, пожалуй, будет самым оптимальным и бюджетным вариантом для перекуса, как для Швейцарии. Вернувшись обратно в место, откуда начинался наш маршрут по Люцерну, вы увидите виднеющуюся вдалеке церковь Лео де Гара, которая будет следующая на очереди. Если направить свой путь в ее направлении, то, пройдя ее, вы сможете дойти до еще одной симпатичной церкви Святого Марка, от которой потом можно будет прогуляться вдоль набережной и дойти до красивого парка и здания казино в Люцерне. Ну и последние достопримечательности, которые можно будет увидеть в Люцерне, это музей «Панорама Бурбаки», художественная галерея, памятник «Умирающий лев» и ледниковый сад в Люцерне. Часы работы музея с апреля по октябрь ежедневно с 10 утра до 18:00 вечера.
а с ноября по март каждый день с 10 утра и до 17:00 вечера. Цена билета составляет 15 швейцарских франков. Художественная галерея работает в четверг и пятницу с 14:00 до 18:30 вечера, а в субботу с 11 утра и до 17:00 вечера. Здесь можно познакомиться с современным искусством Кубы и Швейцарии. Вход бесплатный. Недалеко от галереи расположен памятник «Умирающий лев». Ледниковый сад работает каждый день с 10 утра и до 18:00 вечера. Цена входного билета составляет 22 швейцарских франка, а детям с 6 до 16 лет 12 франков. При желании и наличии свободного времени можно также посетить еще одну интересную церковь Пауласкирхе, которая расположена в 18 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Люцерна. До нее, как правило, мало кто доходит, поскольку она находится чуть дальше старого города. Как вы видите, в Люцерне есть достаточное количество интересных достопримечательностей и очень красивых мест. Его еще называют сердцем Швейцарии. Он действительно имеет свой особый шарм, который не передать словами и фотографиями. Этот красочный и старинный город обязательно стоит увидеть своими глазами хотя бы раз. Поэтому, если будете в Швейцарии, очень рекомендую посетить этот фантастический город. Он того стоит. Ну а в следующем обзоре я расскажу, как самостоятельно и бюджетно добраться до Цюриха и какие достопримечательности там можно посмотреть. Поэтому, чтобы не пропустить мои новые обзоры, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк, если мое видео вам понравилось и оказалось полезным. Ну и, конечно же, пишите свои комментарии и вопросы, с радостью на них отвечу.